Привет, мой милый зритель! Сегодня на нашей сцене супружеская пара. Он – доктор Билл, и она – менеджер в прошлом, а ныне домохозяйка Элис. Отмечу, что данная кинокартина знаменитого Стэнли Кубрика очень многогранна, и рассматривать ее можно под разным углом зрения, буквально в прямом смысле. Как только вы сосредоточиваете взор на лице героя, чтобы правильно прочитать его эмоцию, так сразу же упускаете из вида задний план. А на фоне так много важных деталей. Они тоже играют весомую роль картины в целом. А то, что это именно картина, не оставляет сомнений, настолько сочная картинка на экране. В кадре сочно все. И декорации, и фоновый план, и игра света, и тени, и эмоции персонажей. Вот именно на них мы сфокусируем свое внимание, на героях и их эмоциях. Постараюсь выстроить свой разбор в поле треугольника Карпмана, с которым вы, скорее всего, уже знакомы. Жертва, преследователь, спасатель. Такая непростая игра разворачивается перед нами. Поначалу кажется, что никто в этой респектабельной семье не жертва, никто здесь не преследователь. Все чинно, тихо, мирно и уютно. Рождественская елка сияет яркими огоньками, в окнах синий полусвет. Однако муж и жена в красных отцветах напряжения, тревоги и страсти. И именно эти два тона – красный и синий будут главным тоном эмоционального состояния кинокартины, как цвета пламени, синий и красный. Биллу, все время занятому работой, хочется думать, что в его семье все стабильно. И нет никаких сомнений в том, что его жена любит его и верна сердцем, телом и душой. Однако, в тот момент, когда он сообщает в диалоге, насколько в ней уверен, она устраивает бурю в стакане. Но ты же никогда не ревнуешь, не так ли? Не ревную. И никогда не ревновал меня, правда? Нет, не ревновал. А почему ты никогда меня не ревновал? Не знаю, Элис. Может быть, потому что ты моя жена? Не только ставит в укор его порядочность и верность, она пытается развернуть эти положительные качества ему в лицо, как холодность и незрячесть. «Ты даже не видишь меня», — говорит она в сцене в ванной комнате. А прическа? Замечательно. Ты даже не посмотрел. Она расшатывает его излияниями своих фантазий скучающей домохозяйки, пользуясь двойными посланиями. Говорит, что безгранично любит, но в тот же момент впечатывает в его голову мысль о том, что безумно хочет быть соблазненной другим. Я бы все отдала за это. Тебя, Хелен. И все мое сраное будущее. Все. Я бы все отдала за ночь с офицером. И себя, и тебя, и нашу дочь, заявляет она. Впечатывает так, что он, бедный верный муж, постоянно изматывает себя картинами воображаемого офицера и жены в его объятиях. И это странно, страшно, страстно и невыносимо. Элис так выстраивает свой монолог, чтобы Билл попался в расставленные сети хитрой лисы. Ты хоть понимаешь, что несешь? Оказывается, ты не трахнул этих моделей только из уважения ко мне, а не потому, что ты действительно не хотел. Он пытается вставить в монолог жены робкие оправдания от лица женщин, его пациенток, которые якобы его не хотят. Я просто врач. Все это настолько обезличено, и ты знаешь, что рядом со мной всегда есть медсестра. И тут же попадается в ловушку, как беспомощный куренок.
Но когда тискают ее грудь, неужели ты думаешь, что у нее не возникают фантазии о том, какой приборчик может быть у симпатичного доктора Билла? На поле манипулятора рыжей лисы выиграть невозможно. Хотя бы потому, что Элис – женщина и знает женские уловки лучше, чем он, мужчина. Слушай, я уверяю тебя, ни о каком сексе не может быть и речи. И эта гипотетическая пациентка не станет думать о сексе. Почему ты так уверен? На своем поле она умная рыжая лиса. Она опасная хищница. Она обвинитель и преследователь. Элис добивает его полуистерическим насмешливым хохотом, ибо ничто так не может унизить мужчину, как высмеивание и неуважение. Хлоп, куренок попался. Да я просто люблю тебя. И вот растерянный, ошеломленный муж больше уже не мужчина, он назначен жертвой. И далее, во всех сценах внешнего мира, он видит подтверждение своей мужской несостоятельности. На улице подвергается высмеиванию подростков. С Рождеством, Мэри! Твои братья по заднице в той стороне! Отличный кусок мяса. Хочешь прогуляться по сладкому туннелю? Попадает в селки ночной бабочки. Может, обговорим денежный вопрос? Но бессилен, уходит ни с чем. Тебе обязательно уходить? Обязательно ли мне уходить? Наверное, да. Даже то, что по городу он передвигается не на своей машине, а на такси, тоже подчеркивает его бессилие, невозможность управлять автомобилем, невозможность управлять ничем. Балом правит сатана, его рыжая лиса Элис. Лиса Элис, даже имя намекает на лисиную хищную натуру, не правда ли? Он словно выстраивает внешние события так, чтобы видеть знаки своей несостоятельности снова и снова. Даже каким-то невероятным образом попадает на шабаш некоего религиозного культа. Если принять во внимание то, что Том Круз сыграл в этом фильме самого себя и свое пребывание в церкви саентологии Хаббарда, то этот аспект психологического бессилия перед властью сильной личности только подчеркивается в сюжете. Вот спрашивается, каким образом мелкий обыватель может попасть на закрытую вечеринку высокопоставленных особ? Но нет же, он и туда попал. Апогеем его уничтожения становится сцена прилюдного унижения, разрушения конфиденциальности, снятия маски и последующего требования снять не только ее, но и раздеться вовсе. Раздеваться? Снимайте одежду. Что последовало бы далее? Скорее всего, некий страшный ритуал жертвоприношения. И в целом это логично. Если есть жертва, значит далее будет жертвоприношение, уничтожение жертвы. Любопытно то, что он бы это позволил. Невольно позволил, без воли. Такая вот тавтология. Но, поскольку в треугольнике Карпмана, кроме жертвы и преследователя, есть еще одна важная фигура – спасатель, он обязательно появится в кадре. Вернее, она – очаровательная красавица-незнакомка, которая отдает себя в жертву вместо него. Он ведь спас ее ранее, помните сцену в ванной влиятельного господина? К слову,
В треугольнике персонажи в отношениях могут меняться местами из жертвы в спасателя, из спасателя в преследователя и так далее. Так происходит и в жизни, и в кино. А теперь, мой милый зритель, предлагаю такую версию событий. А что, если все то, что происходило между нашими героями Биллом и Элис, не реальные события, а лишь плод их воображения и некой общей галлюцинации? Известно, что люди способны заходить и в массовый гипноз, и в общий психоз, и это совершенно посторонние люди. А в нашем случае речь идет о близких людях, супругах. Даже название фильма как будто намекает на сон или мистификацию широко закрытыми глазами. И что ни один сон не бывает просто сном. Тогда все события можно рассмотреть как аллегорию. И тот сон, про который рассказывает Элис, их общая мистификация. Так ужасно. Это всего лишь сон. Там повсюду были какие-то люди. Сотни, они были повсюду. И все трахались. Посмотрим внимательно на женщин, которых встречает Билл. Высокие, тонкие, рыжеволосые, страстные. Женщины в той закрытой вечеринке поголовно все такие же, как она. Ну, конечно, они словно вариации его собственной жены. И все их качества, все слова, все поступки, все является отражением ее, Элис, по крайней мере, в восприятии Билла. Он настолько предан, настолько поглощен ею, любимой вагиной, что в его поле общения не зайдет никакая иная женщина, только она, страстная рыжая лиса. Посмотрите, как он ошеломленно вглядывается в лицо мертвой спасательницы. Кого он видит? Билл сначала в растерянности бежит от супруги, чего-то ищет в женщинах, чего-то ждет от них, быть может, какой-то подсказки, какой-то развязки, какого-то выхода. Но выхода нет. Даже на стене это написано. Выхода нет. Вагина Элис засасывает, как трясина. И даже если кажется, что спасение пришло в образе королевы красоты в том страшном зале, но нет, он по-прежнему в прочных силках, хотя хищные рыжие лапки кажутся с виду пушистыми. Под ними цепкие когти. Даже маску мы можем рассматривать как атрибут манипуляции и психологический крючок в руках манипулятора лисы, мистификатора лисы. В финальной сцене в диалоге Билла и Элис мы видим его со спины. Это неспроста, его как бы уже и нет. И диалог не диалог вовсе, а монолог его жены. Она теперь уже с полной и безапелляционной властью продолжает впечатывать в его мозг то, что пожелает. «Знаешь, что нам нужно сделать?» – заявляет она. «Трахнуться». Есть еще кое-что важное, что мы должны сделать, и чем быстрее, тем лучше. Что? Трахнуться. Однако не уточняет с кем. Да это уже и не важно. Никого нет вокруг Билла, да и самого Билла нет.
есть только вездесущая вагина лиса Элис. И даже если бы он захотел убежать от жены, он никуда не денется от их общего плода любви, маленькой дочери, продолжения Элис. Помните ту песенку «Элис, а кто такая Элис?» Билл гасит мерцающие огоньки рождественской елки. Так гаснет свет в душе. Ты победила, Элис. Благодарю за внимание, ваша автор Тея.